Всем панкейк! Можете ли вы представить обыкновенный пистолет? А знаете ли вы, что инженеры, экспериментируя в поисках наиболее удобного и эффективного оружия, создавали уникальные, а порой даже нелепые образцы? Странная форма, оригинальные характеристики. Сегодня мы вам покажем самые необычные пистолеты в мире. В истории оружейного дела всегда находились умельцы, которые старались создать своего рода рекордсмена по определенным параметрам. И первое в нашей подборке оружия поражает своим крошечным размером – пистолет «Колибри». В 1910 году разработал и запустил в серийное производство австро-венгерский конструктор-часовщик Франц Пфанль. Это очень маленькое огнестрельное оружие, длина которого не превышает 6,5 сантиметров, а вес 220 грамм. Пистолет «Колибри» легко помещается и прячется в мужской ладони. Кроме того, его можно носить в маленькой дамской сумочке, но при всем этом он не получил большого распространения. Дело в том, что «Колибри» даже не считают настоящим огнестрелом. Это многозарядный пистолет. Он вмещает в себя сразу 6 патронов, но их калибр всего 2 мм. Такие маленькие боеприпасы имеют очень слабую огневую мощь. Крошечная пулька может лишь поцарапать или напугать человека, но никак не ранить или тем более убить. Так что единственная ценность этого маленького оружия — его редкость. С 1910 по 1914 год было выпущено всего около 1000 экземпляров этого пистолета. Сегодня каждый «Колибри» — настоящая коллекционная вещь. Следующее оружие, конечно, не рекордсмен, но имеет достаточно любопытную форму. Конструкторы-оружейники всегда мечтали разработать такую систему, которая одним выстрелом могла бы поразить сразу несколько целей. И такая система все же появилась в далеком 17 веке. Пистолет «Утиная лапка», или, как его еще называют, «Рука смерти». Это многозарядное оружие предполагает размещение нескольких стволов не вплотную друг к другу, а веером. Количество самих стволов может варьироваться от 3 до 9. Но чем больше стволов, тем сложнее из него стрелять из-за сильной отдачи. Конечно, и о меткости при использовании подобного оружия можно было забыть, однако, учитывая, в принципе, невысокую точность стрельбы всех ранних моделей огнестрельного ручного оружия, многих устраивала и такая. Но кто сказал, что руке смерти нужна была меткость? Утиная лапка была довольно страшным оружием против любой толпы. Любой человек, в руках которого было это необычное изобретение, мог одним выстрелом поразить сразу нескольких своих противников, даже если они стояли на изрядном расстоянии друг от друга. Чаще всего этот пистолет применяли морские офицеры и тюремщики, когда им нужно было быстро подавить восстание. Ведь непонятно, в кого выстрелит человек, держащий такое неточное оружие. В будущем от пистолетов стали требовать совсем других параметров. Кроме дальности, точности и многозарядности, стали уделять внимание бесшумности. Реактивный или ракетный пистолет Girajet был создан в начале 1960-х годов. Авторами разработки стали конструкторы американской компании MB Associates. Они загорелись идеей изготовить такой образец оружия, который, имея высокую эффективность используемых боеприпасов, производил бы отстрел с минимальным шумом. Оружие на самом деле стреляло миниатюрными ракетными снарядами, изготовленными из нержавеющей стали с заостренным наконечником 13-миллиметрового калибра, и требования по шуму и эффективности выстрела, как ни странно, были выполнены. Пистолет обладал неплохими мощностными характеристиками, отдача фактически отсутствовала, а вместо шума от взрыва пороха было слышно только шипение улетающей ракеты. Но на этом достоинства Girajet заканчивались. Пули, выпущенные из этого пистолета, требовалось некоторое время, чтобы разогнаться и достичь разрушительной скорости. А потому в ближнем бою ракетный пистолет был малоэффективен, в то же время на большую дальность Girajet стрелял весьма неточно. В сочетании с малой емкостью магазина, большими размерами и не самой высокой надежностью всей системы, реактивные пистолеты не получили заметной популярности. В современном мире от оружейных систем стали требовать еще большей эффективности. Конструкторы и изобретатели стали задумываться о том, как обезопасить стрелка и свести к минимуму угрозу попадания, а то и вовсе обеспечить полную безопасность солдат во время огня. В начале 2000-х Амос Голан, изобретатель из компании Corner Shot Holdings LLC, совместно с израильскими конструкторами
конструкторами спроектировали и выпустили систему для ведения огня из-за угла — Corner Shot. Вся система представляет собой универсальную поворотную платформу, в которую устанавливается почти любое желаемое оружие. Большинство современных пистолетов, американские штурмовые винтовки, некоторое европейское вооружение и даже гранатометные системы. Поворот осуществляется переламыванием платформы с помощью рычага-фиксатора. Доступен угол в 63 градуса в обе стороны. Стрельба возможна благодаря рычагу, связанному со спусковым крючком. А для прицеливания из-за угла используется специальный дисплей и камера. Главной чертой этой системы является то, что ствол не остается постоянно кривым. Его положение можно зафиксировать и для обычного огня. После презентации этой системы 15 стран заинтересовались изобретением и закупили пробную партию, но все же до сих пор огромных закупок корнершота так и не началось. Не только в современности, но и в средневековье думали о защите, ведь жизнь и здоровье человека — самая главная ценность во все времена. В середине 1500-х годов итальянец Джованни Баттиста продемонстрировал английскому королю Генриху VIII необычное изобретение. Это был щит-пистолет. Преимуществом этого оружия является, помимо стрельбы, еще и обеспечение защиты. Размеры щита составляли примерно 45 сантиметров, а механизм стрельбы в настоящий момент не совсем понятен. Это изобретение, несомненно, уникально, но все же имело ряд недостатков. Во-первых, щит был чрезвычайно тяжелый, он весил целых 20 килограмм, и для того, чтобы выстрелить из пистолета, обязательно нужна была устойчивая опора. Во-вторых, такая броня не давала абсолютной защиты даже в ту эпоху. В-третьих, непонятно, как пистолет перезаряжали. В ту эпоху все оружие было дульнозарядным. Как перезарядить такой пистолет, не открывшись противнику? И кроме того, было очень трудно прицелиться. Устройство не имело какого-либо специального прицела, ведь представляло собой, по сути, просто щит с дырой посередине. Хотя английский король и был очень увлечен этим изобретением, щит-пистолет так и не стал популярным оружием воинов той эпохи. Господа, не хотите ли вы сверить время на наших часах? Если к вам обращаются с такой просьбой, несколько раз подумайте, прежде чем подойти. Этот человек может скрывать в своей руке настоящий пистолет. Пистолет-часы получил достаточно большое распространение в Англии XIX века. Авторство этого уникального оружия доподлинно неизвестно. Ясно лишь то, что такие системы создавались специально под заказ очень умелыми людьми. Скорее всего, конструкторами-часовщиками. Толщина таких часов не превышала и половины сантиметра, да и выглядели они вполне обычно. Но внутри находился самый настоящий однозарядный пистолет, специальная пуля для которого также изготавливалась вручную. Пуля, конечно, имела очень мелкий калибр, но при должных навыках и таким оружием можно сильно навредить человеку. Сейчас такое оружие не используют, появились более серьезные шпионские системы. Модели пистолетов-часов можно встретить в лавках коллекционеров. Оружие, встроенное в аксессуары? Почему бы и нет? Помимо оригинальных английских часов есть еще кое-что, что не менее коварно и смертоносно. Да и выглядит, признаться, ничуть не хуже. Речь идет о револьвере-перстне. Он был очень популярен в Европе XIX века и создан вовсе не для того, чтобы украшать дамские пальчики. Встречается множество различных вариантов этого оружия, но почти все они представляют собой небольшой перстень, на котором вместо драгоценного камня располагается барабан револьвера. Диаметр этого барабана около 14-16 мм. Он содержит 5 или 6 камер или, по-другому, зарядников, длиной от 10 до 11 мм. Барабан свободно вращается рукой в любую из сторон, позволяя без труда устанавливать любую из камер напротив ударника. Спусковой курок при этом располагается прямо около барабана, а весь механизм спрятан внутри кольца. Интересно, что револьвер-перстень не имеет предохранителя, а значит требует особого соблюдения мер безопасности. В настоящее время практически нет данных о производителях этого оружия. Вероятнее всего, его создавали в Англии, Франции и Бельгии. Предполагается, что пистолет-перстень создавался для мужчин, но одна из самых знаменитых маркировок данного оружия — гравировка «Femme Fatale» — «Роковая женщина». Сейчас этот необычный образец встречается только в антикварных магазинах и частных коллекциях. Еще одна уникальная повседневная вещица — стреляющая трость. Сейчас не часто встретишь молодого джентльмена с этим предметом в руках, но в середине XIX века он был обязательным. Это статусный предмет, который носили дворяне эпохи Возрождения. Настоящий джентльмен практически никогда не выходил из дома без трости.
Кроме того, что ее саму по себе можно использовать в качестве самообороны, существовали также необычные трости со встроенным огнестрельным оружием. В 1858 году мастер-механик Джон Ф. Томас запатентовал однозарядную винтовку. Она и послужила основой такого необычного изобретения. Трость-пистолет стреляла патронами 31-го калибра, и чтобы совершить выстрел, нужно было потянуть ручку трости в положение взведения, прицелиться и нажать на маленькую кнопку, активирующую ударный механизм. Как уже было сказано ранее, выстрелить из такой трости можно было всего один раз, а затем требовалась достаточно сложная перезарядка. Трость нужно было развинтить, вставить новый патрон и закрутить все обратно. До того, как стреляющие трости вышли из моды, Ремингтон произвел около 4500 таких скрытых пистолетов. Сегодня ношение такого и других шпионских изобретений запрещено во многих странах мира. А что, если во время вашего перекуса на вас решит кто-нибудь напасть? Наверное, именно такие мысли преследовали создателя следующего огнестрельного образца. Карманный нож-пистолет выпускался в различных вариантах как по конструкции, так и по оформлению. Придумали его все там же, в Англии, в 1860-е годы, некий господин Анвин совместно с господином Роджерсом. Кроме того, что это был самый настоящий пистолет, стреляющий довольно мощными патронами калибра 5,6 мм, рукоять этого изобретения вмещала в себя нож или кинжал и вилку. Причем эти два прибора могли отделяться от оружия и использоваться по назначению отдельно, без риска застрелиться или пристрелить соседа по трапезе. Некоторые комплектации, помимо всего прочего, включали в себя также и штопор. Он был встроен в оружие на место спускового крючка и имел двойное назначение: основное — производство выстрела и дополнительное — открытие бутылок. Точно нельзя сказать, насколько это изобретение имело успех в 60-е годы XIX века, но количество существующих в современных коллекциях экспонатов поражает. Учитывая, что такие карманные ножи-пистолеты могли производиться в индивидуальном оформлении под заказ, скорее всего, изобретение все же пользовалось успехом у английской аристократии. И последний в нашей сегодняшней подборке огнестрельный образец — пистолет-ловушка. Прообразом данного устройства являются настороженные луки, используемые в прошлом для отлова мелких зверьков. Такие ловушки ставились в амбарах, чтобы избавиться от вредителей. Но однажды какому-то неизвестному человеку пришла в голову идея использовать подобный механизм против краж. Так и появился пистолет-ловушка. Механизм устанавливали в дверных проемах особо охраняемых шкафах и сундуках, и принцип его работы достаточно прост. Вор, проникший в дом, задевал веревку или проволоку, приводящую механизм в действие. Срабатывал спуск и происходил выстрел. Так нарушитель закона получал ранения различной степени тяжести, иногда приводящие к смертельному исходу. Известны и другие изделия с аналогичным назначением, но менее травмоопасные. Они представляли собой замок с двумя замочными скважинами. Одна фальшивая находилась на виду, а вторая была надежно спрятана. Вор с отмычкой, конечно же, пытался открыть замок не с той стороны, а поэтому активировал спусковой механизм. Заряд мелкого калибра выходил нарушителю прямо в лицо. В лучшем случае воришке удавалось отделаться лишь испугом, а в худшем — потерей зрения. Так, воры в Европе того времени были приравнены к животным вредителям и получали самую жестокую кару при попытке нарушения закона. Необычные пистолеты появлялись во все времена. Какие-то из них служили для самообороны, некоторые — для целенаправленного убийства, и неизвестно, какие именно мотивы были у создателей представленных образцов. Но одно ясно наверняка: человеческая фантазия в совокупности с креативом способна на многое. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк. Наверняка кому-нибудь из вас известны другие необычные образцы огнестрельного оружия. Будем рады прочитать о них в комментариях. Спасибо за просмотр. До следующего интересного видео.